Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы наконец подробнее посмотрим на новинку от StrikeArt, которая скорее всего в этом году станет новым хитом стреляющей пиротехники в бюджетном сегменте. Если вы вдруг просто открыли видео и не успели прочитать название, то речь пойдет про новые выстрелы на вышибном заряде Чекист и пусковые устройства для них. Начнем с конструкции и принципа работы. Выстрел Чекист представляет из себя картонный тубус с мягким наконечником. В тыльной части под пленкой находится вышибной состав. Внутри тубуса пироэлемент с замедлителем и наполнитель. Наполнители бывают трех типов: горох, шары и дымовая смесь. От наполнителя зависит цена, дальность и область применения. Самый бюджетный выстрел с горохом, он стоит 110 рублей. Выстрел с шарами стоит 120 рублей. Дымовой выстрел 160 рублей за штуку. Дымовой выстрел нужен для того, чтобы поставить дым на дистанцию до 90 метров. Выстрел с горохом на текущий момент самый дешевый подствольный выстрел на вышибном заряде на российском рынке, который при этом летит на дистанцию около 70 метров. Выстрел с шарами пригодится там, где запрещено использовать горох, и из-за веса летит немного дальше, чем выстрел с горохом, то есть на 80 метров. Для стрельбы выстрелами Чекист StrikeArt сделали новую линейку механических пусковых устройств Cortez. Это гильзы-адаптеры для любых 40-мм страйкбольных гранатометов и самостоятельное пусковое устройство Малыш Cortez со специальным стволом. Помните, в обзоре на Малыш 2.0 я говорил о том, что конструкция разборная. Так вот, это оказалось неспроста. Если вы уже успели купить Малыш 2.0 для стрельбы тюльпанами, вы можете отдельно докупить ствол Cortez и самостоятельно его установить. Принцип работы пускового устройства Cortez механический. Внутри есть ударник, который взводится нажатием. Для облегчения процедуры взведения в комплекте с устройством есть специальный толкатель для взведения. Спуск ударника происходит при нажатии на кнопку в тыльной части гильзы или при нажатии на спусковой крючок в случае использования малыша. После нажатия на спуск выстрел вылетает полностью. У механической конструкции гильз есть как свои плюсы, так и свои минусы. Мой личный опыт показал, что при использовании механических гильз требуется немного больше усилия на спуск, чем при использовании пусковых с электроинициацией. К этому нужно привыкнуть. Если вы используете совершенно новую гильзу, то первые пару выстрелов могут лететь немного ближе. Но когда появляется нагар, выстрелы начинают лететь на рабочую дистанцию. Это нужно учитывать. Впрочем, это относится ко всем гладкоствольным выстрелам. К минусам можно отнести необходимость взводить ударник перед каждым выстрелом. К плюсам – простоту и надежность конструкции, независимость от аккумуляторов или газа и цену. К тому же, если сравнивать с газовыми гильзами, Cortez перезаряжать несколько проще, а с учетом цены их можно купить несколько. Ценник на гильзы и сменный ствол от 1500 до 1700 рублей за штуку. Гильзы будут выпускаться для всех видов страйкбольных гранатометов, точно так же, как это было с адаптерами для выстрелов ВОК Тюльпан. Малыш Cortez все-таки будет стоить немного дороже, чем малыш для ВОК Тюльпан. Его стоимость будет составлять 4500 рублей. Приятным бонусом является то, что выстрелы Чекист с двойной инициацией. То есть инициировать выстрел можно или с помощью механического ударника, или электроподжига. Например, если у вас уже есть гильзы с электродугой, например, от басмача, то покупать механическую гильзу от StrikeArt не обязательно. Правда, чтобы стрелять выстрелами Чекист из басмачевской гильзы, необходимо немного увеличить диаметр задней части Чекиста. Например, намотать на заднюю часть выстрела немного канцелярского скотча для плотной фиксации. Выстрелы от басмача немного шире выстрелов Чекист и имеют конусную форму. Лично я сделал на корпусе метку и намотал 3 оборота тонкого скотча. Выстрел стал идеально, но есть нюанс. У механической гильзы от StrikeArt юбка, обхватывающая выстрел, немного длиннее, за счет чего выстрел летит немного дальше, чем из басмачевской гильзы. Но разница не особо большая. Тут StrikeArt все-таки прогадали, если рассчитывали, что сейчас все ринутся покупать их механические гильзы. Зачем что-то покупать, если у тебя уже есть хорошо работающее пусковое устройство, которое не требует перезарядки перед каждым выстрелом? Хотя, если вы новый пользователь такой пиротехники, механическая гильза для вас будет более дешевым вариантом, ведь она в 3 раза дешевле гильзы с электроподжигом. В общем, у вас есть выбор. Перейдем к практическим тестам и посмотрим, как новые выстрелы стреляют.
Дымовой выстрел улетел даже немного дальше, чем на 90 метров. Производитель заявил примерно 50 грамм дымовой смеси. Конечно, количество дыма не сравнится со взрослыми дымами, но результат для такой небольшой болванки тоже неплохой. Про дым хочу отметить, что он достаточно бесполезен в снегу. Если вы попадаете в сугроб, то дыму очень сложно пробиться из-под снега. В целом, можно сказать, что с точки зрения дальности и точности выстрелы чекист летят примерно так же, как выстрелы от басмача. В итоге, можно сказать, что у StrikeArt получилось сделать выстрел для страйкбольного подствольного гранатомета по цене ручной гранаты. 110 рублей за штуку – это пока самая низкая цена на рынке. Более того, если использовать оригинальные механические гильзы, то комплект из гильзы и 10 выстрелов обойдется чуть дороже 3000 рублей. И это тоже сейчас самый дешевый комплект на рынке. При этом двойная инициация позволяет разрабатывать для него любые другие варианты пусковых устройств, как на механике, так и на электроподжиге, ну или пользоваться уже существующими от сторонних производителей. Насколько я подслушал, StrikeArt планирует развивать свои пусковые устройства, и в обозримом будущем у нас будет еще больше выбора. В продаже эти выстрелы появятся совсем скоро во всех магазинах страйкбольной пиротехники. В магазине Бабахи они, разумеется, точно будут. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!